На других посмотреть, себя показать. Где это можно легко сделать, как не в игре, тем более в народной. Здесь и хоровод, и игры на ловкость, смекалку, командный дух. Но главное, древнерусские забавы не разводят детей и взрослых по разным жизненным берегам. Наоборот, объединяют поколения, учат лучше понимать друг друга. Папы были деревьями, мамы были такими лошадками, а дети были волчатами. И волчата должны были загнать лошадок на деревья. То есть стоят такие папы, выбегают волчатки дети, гонят этих мам на эти деревья. То есть игра комплексная. Причем потом дети и мамы менялись местами. То есть в этом случае ребенок понимал, что за ним не закреплена какая-то определенная роль, а он мог себя почувствовать, то есть поменяться с родителями ролью, почувствовать себя в их шкуре, так скажем, да, и понять всю ответственность. В арсенале «Свежего ветра» разные игровые истории, и психолог потом самарцам по жизни будет не нужен, уверены любители славянской культуры. Например, одна игра учит не бояться поражений, мотивирует человека к новым свершениям. Для чего игры были? Для того, чтобы себя распознать, свои плюсы, свои минусы. Это нужно лично для каждого, не для общества, а вот для себя. Советский, Куйбышевский, Самарский, Кировский районы. Впереди у «Свежего ветра» еще много игровых праздников в славянском стиле в разных уголках Самары. Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События.